Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2026 года. События начиная с ноября 2025. Давайте узнаем, как меняется ваша реальность, с чем это будет связано и что скоро случится или даже вот-вот произойдет. Для кого-то это странно, почему такой длительный период с ноября и аж по конец января с заходом на 26 год. Уран, мои дорогие. И мы входим в возврат Урана в знак зодиака Телец, все то, что символизирует наш дом, наше ближайшее окружение, стабильную ситуацию в плане финансов, ну или место нашего планируемого пребывания, работы где-то, откуда к нам приходят деньги. Вот самые разные. Но для вас-то вот в центре внимания личная жизнь именно. И здесь много разных составляющих. Юпитер в вашем знаке зодиака, но тем не менее. Уран, он все же продолжает свою перестройку. И очень символичный период, потому что мы входим в него в ретро-уране. И он как раз и продлится до конца января. И предыдущий ретро-уран – это событие конца 2024, внимание, и января 2025. Открутите как киноленту собственной жизни немного назад. Вполне вероятно, что ситуация будет схожа. И вам придется тоже какие-то альтернативные решения принимать. Возможно, как-то действовать иначе. И давайте узнаем одним словом, что нам подскажут карты. У нас сегодня Таро снов. Вот как раз сон – это как наша ментальность. Ментальность – это как интуиция, интеллект и пережитый опыт. И, возможно, что-то будет проясняться и выстраиваться как-то по-другому. И вы будете видеть для себя совершенно новые возможности. Но это для вас очень важно, хоть вы и не принадлежите, вы кто-то напишет мне или спросит, а почему, причем тут рак, если тут уран и близнецы, телец, переход. Вот такие планетарные транзиты, мои дорогие, они оказывают в той или иной мере влияние свое на жизнь каждого из нас. Но у вас-то вот я вижу в центре внимания, это как раз личная жизнь. Давайте узнаем, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Несколько позиций проясним. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется? Или возвращается вот-вот? В чем вы, возможно, в каких-то вопросах поставили точку, оказалось вовсе не точка, а продолжение следует? И что прояснится, какая правда откроется? Может быть, это словно вы с завязанными глазами какой-то баланс удерживали долгое время. Ну, тогда тут правда какая-то, она все равно восторжествует, и вы понимаете, зачем вам это все было нужно. Может быть, и будете что-то перестраивать, переигрывать. И 3 знака судьбы, 3 карты. Первая. Куда заведет судьба? Основные энергии этого периода. С чем это будет связано? Второй знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы или что важно услышать? И третий знак. Какие возможности перед вами открываются? Итак, что вы вычеркнули из жизни, а оно к вам вернется? Ну вот, наверное, знак зодиака Телец в правом верхнем углу и Луна, ваша планета-управитель. Вот как-то сделать правильно. С правильной ноги, это правда, построить свою жизнь. Может быть, и прекратить какой-то период ожидания, у кого-то так. Или установить вот эту гармонию, баланс, хотя карта финансового успеха. Хоть я и сказала, что да, в основном это ваша личная жизнь. За счет того, что планетарные транзиты именно для вас складывают какую-то, ну, более удачную, что ли, палитру. Это, конечно, возможности. Тут и события-то для вас, может быть, они вас меняют, но тогда все равно это другое качество жизни. Но в центре внимания это может быть еще и эмоциональная сфера, когда придется держать баланс. Могут сложиться неожиданные ситуации, требующие пересмотра или какого-то вашего иного подхода к близким именно отношениям. Ну, раз у нас баланс, гармония, стало быть, вообще в этот период что-то прояснить самому. Не закопать какую-то тему, да, поглубже, а наоборот вынести на поверхность. Тут и не прятать самому что-то, но и не уходить, как будто не прятаться от решения некоторых вопросов. И ключи нам словно человек, изображенный на карте, протягивает вот этот ключ. Весы, знак весов – это дипломатия, баланс,
во всем. Может быть, это вы будете как раз устанавливать в чем-то баланс. И то, от чего вы отказались, вы как раз пересмотрите и сами будете возвращать. Я такого тоже не исключаю. Или когда захочется больше ясности именно в вопросах денег. У кого-то так. Ну и что нам говорят? Транзиты где-то в центре внимания ваша личная жизнь. Но мы все разные, правда? У кого-то деньги – один из способов взаимодействия с миром. И для того, чтобы осуществить вам какой-то план, нужны финансы. Вот такое запросто. Может быть, начинается этот период именно с того, что вы определяетесь, кому я могу доверять. Вот такое вполне закономерно. И от этого будет выстраиваться ваша какая-то рабочая стратегия, что вы захотите развивать, продолжать, или какое сотрудничество вы наперед видите. Давайте откроем вторую карту. В чем вы могли поставить точку? Оно вернется. Вернется или какое-то многоточие, запятая, карта Солнца, мои дорогие. Выбор правильного направления. Да, где-то с такой заминкой, дежавю, в стиле ретро. Вы неизбежно будете, ну, как откатывать, откручивать вот эту киноленту собственной судьбы назад. И, может быть, что-то, в чем вы, к примеру, ну, даже сделайте вывод, что я был неправ или не права. Вы можете вернуть. У вас для этого сейчас есть возможности. И это, правда, та возможность, которая вам дает открыть те двери, которые прежде казались, может быть, и закрытыми. Или когда по отношениям тоже что-то, ну, не выстраивалось. Или были, знаете, какие-то тайны, недоговоренности, может быть, и так. Вам придется постоянно думать, потому что Солнце в левом верхнем углу, само Солнце, и символ, буква иврита, реш, голова. Головой думать буквально. Поэтому какие-то мысли, причем такие очень рациональные, приземленные, исходя из того, что вы хотите. Единственное, эго, конечно, идет по карте Солнца, и наше эго или наша какая-то предубежденность, она не должна нам помешать. Не быть где-то самонадеянному, это тоже будет очень важно, потому что баланс, да, тут не получится действовать только так, как мы это представляем. Есть еще и другие лица, третьи лица, какие-то третьи факторы, мои дорогие. И вот для того, чтобы все это как-то усмирить или выровнять в балансе, договариваться-то ведь тоже придется. Может быть, для начала договориться с самим собой или самой собой. Но тут явно продолжение какой-то очень хорошей истории. Причем 6-8 месяцев. Вы с чем-то сейчас определяетесь. Может быть, как и по финансам выбираете направление, так и по близкому окружению. Кто-то по личной жизни окончательно с чем-то определяется. И это вы будете развивать. Ну, с заходом даже, может быть, на май, а то и на июнь. Ну, вот сколько в вашем знаке как раз это с заходом на лето 26-го года пробудет еще Юпитер. А потом Юпитер перейдет из первого дома, то есть само по себе олицетворение знака Рак, перейдет в ваш второй дом гороскопа. И это сфера финансов, поэтому для вас тут более далекая траектория. А определяться вы можете вот теперь, в ноябре. Что прояснится или какая правда откроется? Еду, не еду. С кем я, с тем или с другим. Аркан колесница. Быстрые решения, быстрая информация. Очень символично. Поворачиваться быстро придется. Это карта скорости. Что-то не отложить, мои дорогие, на потом. Придется что-то преодолевать. И опять же, символика. То есть мы раньше как будто могли думать, что перед нами стена. У нас что-то не получилось, если мы говорим, ну, как ретро, да? И буква иврита хэт, забор или стена. Ну, больше стена, то кто знает хорошо иврит, меня будет поправлять, это я точно знаю. Но имеется в виду преграда, мои дорогие, то есть какой-то барьер. Вот мы не могли этот барьер вот так с наскоком взять, да? Или не могли что-то преодолеть прежде, а теперь у вас получается. И не потому, что стена пала, хотя может быть и такое. Нет, тут подход наш меняется. Мы раньше, может быть, думали, мы так быстренько, одним махом, а тут махом не получается, но мы от этого не отказываемся. Подойдем спокойно к этому барьеру или к этой стене и просто ее перелезем. Тут возможность именно на преодоление чего-то.
И будет очень важно, знаете, не цепляться за прежнее, за старое, словно проститься со стариком собственной души. Вот с этого как начало. У вас рядом солнце. Это уже все равно какой-то новый маршрут, жизненный, мои дорогие, маршрут. И значит, это для вас имеет значение. Ведь если нам безопасность какую-то, стабильность, да, вот этот баланс, надежность еще и предстоит отстроить, и это не означает, как в синониме глаголы цепляться, ждать, настаивать на своем. Нам настойчивость это понадобится и упорство вот в преодолении вот этого барьера, мои дорогие. Ну, преодоление где-то себя. И это то, что, ну, знаете, тут даже сложно сказать, если мы задали вопрос, что прояснится, да? Ну, может быть, это вы сами просто какую-то перерокировку, трансформация внутри вас происходит, которая, в которой вы участвуете сами. Именно вы сами, с вашей инициативы, будет что-то пересмотрено, потому что куда-то вы точно не хотите идти, раз аркан Солнца. Тут явно будет что-то прояснено. Может быть, это информация, а может быть, это как внутренний инсайт. До этого не видели, а вот теперь все понятно. До этого был вот этот самый забор или барьер, да? А теперь пора, ведь карта тоже говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Иногда приходится преодолевать некоторые барьеры не только без страха, а иногда и без надежды. То есть мы еще не видим, что там будет дальше, мои дорогие. Поэтому, ну, приготовьтесь к какому-то интересному маршруту. Самое главное – скорость. Наращивание, как темпа, наращивание скорости по аркану колесница для того, чтобы что-то прояснить. Или как бы правда, ясность восторжествовала. Мы не должны, ну, как будто обратно, знаете, вот на попятную идти, а наоборот, желать, чтобы была максимальная вот эта самая ясность. Не уходить от этих вопросов, не закапывать все то, что я сказала, не прятать и не прятаться. Вот, видимо, в основе таких очень важных каких-то решений, как и ваших, так и внешних событий, ведь два старших аркана вас, как высшие силы, благословляют и ведут правильной дорогой. Может быть, позволить себе пройти дорогой судьбы или теми обстоятельствами, которые складываются. Но финансовый успех явно как-то может пойти резко в гору. Причем прояснится сначала что-то, а потом как скорость увеличится. Я такое допускаю. Давайте узнаем знаки судьбы. Первый знак судьбы. Куда ж вас там заведет судьба? Не совсем понятно, куда заведет. Единственное, предупреждает, будь готов к тому, что на тебя будут воздействовать люди именно потому, что у них какой-то свой интерес. Может быть, это вам придется пересмотреть, опять же, окружение, какие-то контакты. Если вы поставите перед собой цель, а вы так умеете, то вы ее достигнете. Вот, несмотря, даже если есть какие-то барьеры. Может быть, эти барьеры будут для кого-то означать, когда действительно вы оставите какое-то прошлое окружение, которое создает в вашей жизни путаницу. И с низкого старта на что-то решитесь. Ну, давайте проясним, что вы вычеркнули, ну или куда заведет вас судьба. Исходя из того, что вы могли вычеркнуть вверху, у нас такая карта, да? То есть явно дежавю присутствует. В каком-то прежнем формате так уже не пойдет. Ну, очень соответствует верхней карте. На кону именно деньги, благополучие, дом и правильные решения, мои дорогие. Критическое мышление. Знак Девы в правом верхнем углу. И более того, быстро как-то перестраиваться вам придется, может быть, для того, чтобы уйти от ненужных тем или от того, что забирает ваше внимание, ворует ваше время. Потому что по семерке жезлов мы всегда рискуем встрять буквально в какие-то темы, вопросы, которые нужны кому-то, а не нам. И потеряем, может быть, как и время буквально, так и какую-то возможность. Вам нужно сконцентрироваться на чем-то одном. Вот вас куда ведет судьба? Да, вот смотрите. Мы ведь можем попасть в просак, да, вот как этот боец, воин. Нам показан
Как будто ему так кажется, что на него 1000 там людей воздействует. Кстати, он изображен закрытыми глазами. Именно он смотрит вглубь себя. Ему кажется, что он всем должен. Или ему кажется, что всем обязан каким-то своим участием. А 2 карты нам говорят: стоп, вот с этого момента здесь действительно ты должен сам себе или должна сама себе. Тут какая-то денежная составляющая, кстати, проект. Или как проект, который, может быть, начнется с получения известия, предложения или важного документа, бумаги. Начало. Туз монет, мои дорогие. И если мы все тут правильно просчитаем, тут как будто сила наша возрастет. Это возможности заработка, возможности обустроить свой дом, обустроить свое благополучие на долгий период времени. Да, придется себя где-то так корректировать. Но для чего? Для того, чтобы не быть втянуты в те вопросы, которые занимают у вас много времени, но вам они не дают никакого прогресса. Ну вот, видимо, так. Куда заведет судьба? Может быть, судьба по верхней карте будет как раз проверять, насколько ты выдержишь или насколько ты сумеешь вот так гибко, как по Меркурию, быстро перестроиться. Перестраиваться придется. Ну, на кону, посмотрите, мои дорогие. Ладно, так а что же вам хотят передать высшие силы? Вот высшие силы хотят передать. Если ты будешь представлять, что я должен сейчас везде успеть, или я везде, а на вас, мои дорогие, вы люди, наделенные эмпатией, высокой степенью ответственности. Вы каждого человека можете чувствовать, и вы можете чувствовать чужую боль. Ну, как бы это ни звучало, тем не менее, вот сейчас именно вы сами в центре своего внимания должны быть. Иначе нас буквально согнет. Сначала было 7 жезлов, а будет или 6 жезлов со стороны, а будет их 10, и нас буквально согнуло уже под этой тяжестью. Ведь эта карта говорит, может быть, с одной стороны, собрать, знаете, как волю в кулак, оставшиеся силы, и направить вот в одном только направлении. И тогда у тебя какая-то не просто победа, а тут какой-то прогресс такой очень, знаете, как квантовый скачок может быть. Но точно так же мы по этой карте можем и растратить эту силу в никуда. Где-то удели внимание отдыху. Вот, кстати, что вам хотят передать высшие силы. Уставшие люди делают ошибки. И, конечно, что хотят передать высшие силы, опять же, делегируй ту работу, те обязанности, кто призван делать это сам. Может быть, делали это вы, а теперь пора. Ну, знаете, тут есть как испытание, даже нашим близким иногда дается. Что я имею в виду? Тут ведь нет ничего серьезного. Тут именно рутина какая-то, мои дорогие. И часто мы включаемся в какие-то рутинные вопросы даже в семье, правда? Нам кажется, боже мой, пока ты смотришь, как там твое чадо пытается научиться что-то делать, ой, да елки-палки, я сейчас сама быстро все переделаю, забуду и отдохну. Чем смотреть, как это он там или она пытается с этим справиться. А вот говорят, нет, тут чей-то опыт. Не сбивай какие-то небесные фишки, замыслы Творца, занимайся только своим делом. Контролируй это, да, но правильно распределить силы. Вот что вам хотят. Иначе ты опять потеряешь какой-то момент, мои дорогие. Вот мы как будто можем включиться в какое-то дело, а потом потерпим фиаско. Но нечего мне тут добавить. Правильное решение, мои дорогие. Тебе твоя задача закрыть в прошлое дверь. И значит, это где-то преодоление даже собственных предубеждений вам предстоит. Да, как другое направление выбрать по пажу мечей. Иногда пажи – это наши дети. Вот у кого-то проиграется именно личная история. Но по пажу мечей – это, знаете, еще и вести. Может быть, это на вас. Кто-то пытается воздействовать вам, о чем-то рассказывая. Кто-то пытается плакать в жилетку. Кстати, я такое допускаю, что очень плохо, все тяжело, нужна ваша помощь, нужно ваше участие. И вот этот выбор не так-то уж просто делать. Но вы все равно придете. Вот что вам хотят передать высшие силы. Ты все равно потом пройдет время, даже если ты включишься в какой-то вопрос, процесс, согласишься с кем-то, с чем-то. Потом пройдет время, и ты поймешь, что ты сделал ошибку. Поэтому немножко самим по себе быть. И что тогда? А вот тогда вот так будет. 10 монет.
Десятка кубков. Те, кто вас любит, они вас догонят. И вашим примером будут восхищаться и, знаете, всячески вас поддерживать. Но, видимо, все же не получится быть во всех местах и сразу. Двигаться сразу в нескольких направлениях. Выбор правильного направления раз, причем мы меняем несколько или корректируем наши планы два. И вот эта десятка кубков. Вы знаете, изобилие, процветание, личная жизнь, теплый уютный дом. Но вот эти две карты, это, наверное, если соединим, то это и есть где-то наше солнце. И вот такие знаки у вас судьбы. Что вам хотят передать? Да, это все. Богатство доступно, любовь, счастье, стабилизация. Это все возможно. Но для этого вот от этих прежних двух десяток очень символично. Посмотрите, у вас выпали 4 десятки. Десятка – это всегда завершение. Или какая-то кульминация. Вот у вас должна быть кульминация. Где-то счастье в личной жизни, будем так в целом, да, без деталей. И финансовая стабильность. Но для этого нужно распределить правильно время, свои силы и закрыть в прошлое дверь. Вот без этих двух десяток, пока мы это кардинально как-то не перестроим, как будто тогда под вопросом становится вот это направление, и, по сути дела, мы и выбираем. Тогда под вопросом десятка кубков и десятка монет. Ладно, какие возможности перед вами открываются? О, тут даже и не знаю, какие возможности. Вы как у власти судьбы или во власти колеса судьбы. Когда карта колеса выпадает, здесь, знаете, мы всегда, ну вот как на гребне волны, да, или успеха, на гребне возможностей. Ведь колесо не случайно к фортуне относят, потому что мы знаем, колесо как будто идет наверх, достигает пика, верхней точки, а потом неизбежен спад. И поэтому, если мы думаем, что мы что-то отложим на потом, мы еще пронаблюдаем, мы попросту потеряем с вами время. И что символично, знак Юпитера как раз соответствует. Это сейчас вам, мои дорогие, помогает Юпитер. И это я где-то уже об этом тоже говорила. Видимо, для вас. Понимаете, многие вещи будут словно на ладони. Буква иврита хав, кав, точнее, обозначает ладонь. Поэтому вы сейчас, вы интуитивные люди, может быть, и так вот распоряжаются обстоятельствами жизнь или судьба, когда вы будете шаг за шагом прояснять даже какие-то прежние ситуации. Или будет очень важно, я бы сказала, не закрыть на что-то глаза. Я ведь говорила, не прятать, не прятаться, имеется в виду не пятиться назад и не питаться, ну, через убеждение что-то насильно удерживать. Может быть, и прощаться-то ведь и придется, давайте прямо скажем. Смотря у кого чего касается. У кого-то, может быть, прежняя история, которая шла со знаком минус, а не могли мы отказаться, все как-то удерживали. Хотя было где-то, особенно вам, вы люди интуитивные, вы уже могли предчувствовать, да нет, тут ничего уже как бы и вряд ли получится. Но по привычке, да? А тут какая-то перестройка. И по аркану колеса это ведь всегда возможности, колесо фортуны. Говорит, фортуна это сейчас на вашей стороне. Ну и вам, мои дорогие, для того, чтобы вот это везение где-то продолжалось, для вас нужно, ну, вовремя сориентироваться и правильно сориентироваться в обстановке, которая будет складываться вокруг вас. Не совсем на судьбу как бы полагайся. Да, она тебе сейчас помогает. Ну и сам-то ты тоже не плашай. Вот как-то так. Перекладывайте на себя. Очень добрые карты. И дело даже не в картах. Планетарные транзиты для вас на этот период и чуть-чуть дальше складывают добрые энергии. Это правда. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я вас хочу пригласить на свой сайт «Коридор возможностей». Перейдите, правда, прочитайте. Я оставлю ссылку в описании под видео на мою статью. И я так думаю, вы люди интуитивные, подсказок будет больше. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.